Сегодня, мои креветочки, мы с вами обсудим конспирологическую теорию про мультфильм «Ежик в тумане». Вроде милая анимация, а по факту это психологическая травма. Начинается все с того, что ежик идет в гости к медвежонку с баночкой варенья. Это не просто варенье, а стратегическое оружие массового поражения с добавлением ботулотоксина. Ликвидация объекта сексуальный дэдди-бир с повадками газлайтера. Ежик идет через туманный лес, получая стрессы. Все потому, что GPS еще не изобрели, надо идти наугад. Каждое дерево, как родственник на свадьбе, шепчется и явно что-то знает. Спрашивается, ради чего зверушка накручивает километры. Я чтобы посчитать звезды, которые невозможно посчитать. А считать придется, потому что у медвежонка истерика, если ты начинаешь рассказывать о нецелесообразности этого ритуала. Как вы понимаете, эти приключения на ежовую задницу происходят не первый раз. Наша отважная странница с иголками не только на спине, но и в стратегическом месте так и решается на ночной квест. Туристка из дешевого тура. Денег нет, компас не купила, зато стресс набрала, как семечек на привозе. Первый привал возле колодца, именно того, где захоронена Ямамура Садака из японского фильма ужасов «Звонок». Ёж спускается вглубь тумана. Ну шо за экстремальница? Если тебя в тумане поимеют, ты даже лица не увидишь. Это просто какой-то тиндер в стиле хоррор. И тут... ёбаная листва. Это что, Бэтмен? Тут ежик встречает совушку. Что ты, сова, делаешь в поле? Хули на дереве тебе не сидится? Я не сова, я мышка. Но у мышки не могут быть такие большие глаза. Это потому что я какаю. Я вам говорю, натуральный Silent Hill. И наш герой дальше встречает пришельцев из фильма Дэни Вильнёва «Прибытие». Гигантское дерево с щелью в виде вагины. Щель такая, что даже Фрейд аплодирует стоя. И тут хопс, чего-то не хватает. Узелок проебан по 1 число. И наверняка та сова уже мажет свою жопу ягодным джемом и смеется, как умалишенная. Хоть бы варенье было без косточек. Белая лошадка, которая появляется в тумане, это не только символ лошадка-пати. Не спрашивайте, откуда я про это знаю. Макс, земля, ЛГБТшная, это морда. Так вот, она словно из параллельного мира, существо из высшей лиги. В некоторых мифологиях белый конь — это не просто красивое животное для фотосессии на рассвете, а по сути маршруточка на тот свет. Только вместо надписи «В парк Шевченко дельфинарий» сияние и мистический вайб. И что вы думаете, догестаяла мои креветочки псина, так и принесла узелок. И свинина вонючая, и фарш вонючий. Это какое-то паранормальное чувство? Я откровенный разговор веду. Естественно, этот кривоногий еж упал в речку, как могло быть иначе. Рыба, которая несет ежика на своей спине, это подводный Uber. Только без приложения, без рейтинга и возможности отказаться от поездки. Улитка, которая превращается в слона, это иллюстрация того, что ежик случайно надышался дымком. Кто-то в поле пыханул, и она вдыханула. Тонкая антипропаганда самодельных благовоний из можжевельника. Заслышал медвежью истерику? Где ты, колючая маромойка? И что ты думаешь, так и пришел? И началось. Где ты был? Где твое малиновое варенье? Ты что, забыл, что ты должен считать звезды, которые физически ты не можешь посчитать? Кому я буду делать нервы? Ну, я как бы проделал немалый путь, понимаешь, посреди леса, там еще этот туман, лошадь. И к тому же ты не забывай, что как же я посчитаю эти все звезды, их физически невозможно посчитать. До утра остался час. Да, господин медведь, хорошо, Мишень. Кстати, я ж пришел не с пустыми лапочками. Я принес с собой вкусное вареньице. Возьми ложечку.